Привет! За последнее время долго не снимал ролики, потому что отдал все свое внимание на другие, более необходимые занятия. Проделал за это время немалые работы над восстановлением своего рабочего состояния, концентрации и решения проблем, из-за которых, в принципе, и завел этот блог. Данный ролик планируется довольно долгим, о том, какие шаги я уже предпринял, что планирую предпринять, чтобы сдвинуть процесс возврата долгов с мертвой точки. Что уже сделано, что предстоит сделать в ближайшее время. Хочу поговорить о планировании, как решать большие задачи мелкими кусками и необходимой для этого дисциплине. За прошедшее время я успел пройти тестирование в профирме HireTrader и получил финансируемый счет в начале декабря. Если интересно, как пошагово проходило мое тестирование, предлагаю ознакомиться со всеми шагами в моем телеграм-канале. Там я рассказал от начала и до конца, как я проходил, какие условия. В общем, там есть вся информация, ссылка прикреплена к описанию под этим видео. Помимо прохождения упомянутого тестирования, я прохожу второе в профирме HashHedge. И для успешного прохождения, для получения финансируемого счета, мне осталось закончить второй этап, после чего также получу финансирование от компании. Дополнительно я начинаю тестирование в третьей профирме Xfine, и в итоге я ориентируюсь иметь для начала работы 350 тысяч долларов. Для хорошего старта этой суммы вполне достаточно, чтобы начать делать серьезные подвиги в решении моей огромной долговой проблемы. Я неоднократно встречал твердую позицию, что трейдинг для решения долговых проблем – это как тушить пожар бензином. Долги – это сильнейший психологический пресс. Каждая сделка будет совершаться не из холодного расчета, а из отчаяния, что может катастрофически усугубить положение. Трейдинг сам по себе выступает как способ приумножения, а не решения долговых проблем, и нельзя его использовать как для спасения финансового. С этим мнением я определенно согласен был и раньше, согласен и сейчас. Собственно, мою всю стабильную работу это и погубило, то, что я стал решать сформировавшиеся проблемы более агрессивно с помощью трейдинга. Но все-таки в текущей ситуации с долгом больше 160 миллионов я не вижу другого решения, как заниматься тем, чем я занимался много лет. И в этом я вижу перспективу, но для нее мне необходимо стать лучшим и развеять данное утверждение о невозможном или до конца жизни волочить свое жалкое существование. Разбираясь детально в сложившейся проблеме, я выделил ряд ключевых аргументов в пользу возможного и отличающих текущую ситуацию от той, когда я активно стал сливать деньги, когда я впервые за долгое время стабильной и прибыльной работы получил убыток, который был больше допустимого. Я не отнесся к этому серьезно, а списал больше на статистическую аномалию и решил, что перекрою всю просадку парой успешных сделок. И опираясь только на свои успехи, я самоуверенно решил, что исправлю это быстрее, чем предполагает работа моей системы. И простым языком я уже стал следовать не своей системе, а бежать за своей непогрешимостью, доказывая, возможно, это самому себе. Это сейчас я, анализируя, понимаю, что я был абсолютно не готов к этой проблеме в без того психологически сложный период в жизни. Таким образом, одно ключевое неверное решение стало тянуть за собой другое, раскручивая спираль потери, и как будто специально в эту спираль начали вмешиваться внешние факторы, выводы массовых средств инвесторов и т.д. и т.п. И все это накопилось. В общем, не будем к этому возвращаться. В данный момент мне больше не нужно бояться, что кто-то узнает о проблеме, о том, что я потерял деньги, нет желания включать азартный режим, чтобы все это быстро исправить. Рассказ о моих проблемах инвесторам и публичная деятельность убирают ненужный страх, спокойно наращивать рабочий капитал и системно работать с ним, не ожидая чудес в казино. Да, на словах кажется все это намного проще. Я даже во время тестирования сталкивался с психологической проблемой, с теми плохими привычками, которые у меня уже успели закрепиться
за последние 1,5 года потерь. С этим необходимо работать, необходимо стабилизировать себя. В этом уже есть положительные успехи. Об этом говорит и успешно пройденное тестирование, и то, что я не завалил до сих пор второе. Хочется верить, что мое психологическое состояние все-таки стабилизируется, и я просто не вижу другого выхода, кроме как начать стабильно работать, как раньше. Да, трейдинг это не банкомат, здесь нет гарантированной прибыли, и убыточные периоды это нормально. Главное, чтобы они были допустимой системой и не превышать выше дозволенных рисков. Теперь нет горячей необходимости подстраиваться под конкретное время, потому что надо быть реалистом и делать все адекватно, чтобы вообще хоть когда-то все это вернуть. Искренне верю, что это начали понимать мои инвестора. Спешка только все усугубит. Еще одним серьезным аргументом является то, что я снял с себя всю дополнительную нагрузку, отдел, учебы, параллельных проектов, которые я развивал, на все, что я распылялся. Теперь я сфокусирован только на торговле, а все остальное, все остальные второстепенные задачи выполняются в свободные от рынка минуты. Так я сделал себе возможность полностью отслеживать свое поведение, свои реакции и заниматься постоянным самоанализом и улучшением себя, чему я перестал уделять должное внимание в периоды, когда мой баланс неумолимо иссякал. Немаловажным является и тот факт, что я сейчас формирую основной капитал, на который не будет влиять человеческий фактор помимо меня самого. Я имею в виду то, что я не буду зависим от денег, которые могу взять долг у кого-то для работы. Деньги фирмы выдаются под предлогом четкого договора и с фиксированными правилами, соблюдение которых зависит только от меня. То есть я могу их использовать только для работы, и никто не сможет на них претендовать, даже под влиянием угроз, влиянием жалобных просьб, и у меня не будет никаких соблазнов что-то сделать с этими деньгами. Это, то есть, мой рабочий инструмент, и я смогу с ним только работать, и смогу только забирать прибыль оттуда. Также помимо тестирования и формирования рабочего капитала по фирме я уделил большое количество времени разработке своей образовательной платформы. Это, конечно же, работа на перспективу. Сейчас, в данный момент, я не делаю на нее какую-то ставку. Надо хотя бы показать какой-то результат, выбраться из хотя бы на какую-то часть из сложившихся проблем, из долговых обязательств, доказать самому себе, что я по-прежнему работоспособен. Но все-таки, когда есть свободные минуты, я смотрю на перспективу и хочу реализовать то, о чем я давно думал, чего давно хотел. Все-таки мне интересна тема образования. Попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Попозже я расскажу о ее функционале, покажу, как она выглядит. В принципе, она практически готова, мне остается только развернуть ее на сервере своем. Этому я уже, наверное, уделю внимание после Нового года. Опять же, повторюсь, сейчас нет серьезного приоритета к ней. Недавно провел тестовые занятия с парой заинтересованных человек. Посмотрим, получится ли чему-то их научить, какие будут результаты, эффективно ли то, что я вообще могу преподнести людям. Ну, по крайней мере, у меня нет цели научить кого-то гарантированно зарабатывать трейдингом, потому что, опять же, повторюсь, я это уже упоминал, это зависит сугубо от человека. Любой материал не может быть эффективно полезен для всех одинаково. Кто-то сможет воспользоваться правилами, которые работают у меня, кто-то не сможет. Моя цель научить понимать некие закономерности, понимать механику рынка, понимать, что устроено, субъективно от моего мнения. То есть я, опять же, не гарантирую, что, не убеждаю всех, что я какой-то профи супер ас и все знаю о трейдинге. Я самоучка, но множество информации я
перепроверял и считаю, что она действительно полезная, имеет ценность. Поэтому посмотрим, как будут воспринимать это мои тестовый поток, мои тестовые ученики. Посмотрим, на что я гораст в образовательной отрасли.